Здравствуйте, дорогие друзья! Доброго здоровья, мои дорогие друзья и гости канала Ирина Огонек. С вами я, Ирина, и сегодня продолжим рубрику «Бабушкины советы». И у нас тема сегодня «Дадим отпор любому гриппу». Ну что, я сейчас зачитаю статейку. А вы, пока я буду читать, не забудьте подписаться на мой канал, если еще не подписаны. И нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новых видео, новых интересных рассказов. Также ставим лайки, дизлайки, кому как. Ну, а комментарии пишем обязательно. В комментариях мы с вами общаемся, и вы можете задать мне вопрос, какие у вас проблемы, и мы найдем вместе ответ и решение этих проблем. Ну, и также, если мои видео вы считаете полезными, не забудьте поделиться этими видео со своими друзьями в соцсетях. А я начинаю читать. Дадим отпор любому гриппу. Больше всего болезней у молодых возникает на фоне ослабленного иммунитета и проблем с нервной системой. Аллергические заболевания являются признаком состояния наших слизистых оболочек. Нос, легкие, кишечник, которые реагируют на аллергены, оповещают нас о том, что необходимо укрепить иммунную систему. Когда наши слизистые оболочки в норме, они сами уничтожают микробы и предотвращают риск заболевания. Если иммунная система нашего организма крепкая, то нам не страшен никакой грипп, потому что обеспечена сопротивляемость к многочисленным болезням, в том числе и гриппу. Чаще всего гриппом болеют те, кто лечится антибиотиками и употребляет мало витаминов. Ослабленные люди и дети, которые перенесли тяжелые заболевания. Лица, ведущие нездоровый образ жизни. На это нужно обратить основное внимание. Укреплять иммунитет нужно только природными средствами, а не химическими иммуностимуляторами. Для насыщения организма витаминами можно употреблять навар из 1-2 столовых ложек хвои сосны или майских почек хвои сосны или майских почек на 400 мл кипятка, выдержанный 1-2 часа под крышкой. Принимать по 100 мл 3 раза в день до еды. Я сейчас еще раз перечитаю, потому что сама, как тут мелко было написано, плохо читается. Так, значит, для насыщения организма витаминами можно употреблять навар из 1-2 столовых ложек хвои сосны или майских почек на 400 мл кипятка, выдержанный 1-2 часа под крышкой. Принимать по 100 мл 3 раза в день до еды на протяжении 20 дней. Для укрепления иммунитета хорошо употреблять лепестки эхиноцеи, смешав их с медом в соотношении 1 к 2. По 1 чайной ложке на 200 мл теплой воды. Пить глотками на протяжении дня. Хорошо пить настойку корней эхиноцеи 2 к 10 по 20 капель. Настойка, я так поняла, это спиртовая настойка, потому что
если пить по 20 капель, 1-2 раза в день, курс лечения 21 день. Значит, еще раз, хорошо пить настойку корней эхиноцеи 2 к 10, значит, 2 порции корней на 10 порций спирта. Вот. Полезно употреблять хрен и вдыхать его аромат. Эффективно укрепляет иммунитет и расторопша. Нужно употреблять по 1 чайной ложке молодых семян 3 раза в день до еды на протяжении 30 дней. Ну, за расторопшу я тоже хочу снять видео и рассказать. Очень действительно помогает и укрепить иммунитет, и все. Вирус гриппа убивает корень аира, который можно отрезать по кусочкам размером с фасолину и сосать, как конфету, но по нескольку раз в день. Можно употреблять и порошок из корня по 1-2 грамма несколько раз в день. Это также помогает вылечиться от туберкулеза, бронхита, дизентерии, мужской слабости, укрепляет зубы и десна. Вот так вот. Снимем обязательно видео про аир. Полезно употреблять пророщенные зерна ржи, пшеницы и кукурузы, которые содержат в своем составе большой набор важных витаминов и микроэлементов, отлично укрепляет наш организм. Для этого 1-2 столовую ложку пророщенного зерна нужно смешать с медом и принимать 2-3 раза в день. Однако в дополнение ко всему важно успокоить нервную систему, так как стрессы быстро забирают витамины из организма, который в результате становится ослабленным. Для успокоения нервной системы нужно употреблять чай из разных видов мяты, мелиссы, котовника, лаванта. Полезно пить настойку корней валерьяны. Для успокоения и улучшения работы сердца следует вдыхать эту настойку 1-10 раз на ночь носом. Это, я так поняла, вдыхать настойку валерьяны. Так, корни валерьяны можно поместить в мешочек из ткани и прикрепить к спинке кровати, на которой вы спите. Когда перестанет выделять запах, повешайте, пошевелите корешки. Мало того, что над кроватью, так еще и повешайте. Ну, это я, да, так читаю. Вот, так. Важно, что валерьяна не влияет на давление крови. Вот так вот. Хорошо употреблять на ночь на пар из 1 столовой ложки шишек хмеля на 200 мл кипятка с медом. Это обеспечит спокойный сон при высоком давлении. Эффективный чай или настойка собачьей крапивы и руты пахущей. Чаще нужно отдыхать на природе, наблюдая за жизнью насекомых, птиц, занимаясь любимым делом. У кого есть возможность, занимайтесь пасекой. Пчелы также успокаивают нервную систему, особенно если покусают. Избегайте конфликтов, не переживайте по поводу того, что уже случилось, а надейтесь на лучшее будущее. Тогда и ваши нервы, и весь ваш организм будут крепкими, и вам не придется бояться никаких болезней. И вам не потребуется прививки от гриппа, потому что его вирус все равно мутирует. А природные лекарства есть от любых мутантов. Кстати, ребята, вам это ничего еще не говорит? Так, ну дальше здесь у нас почему-то
От гриппа мы перешли к переломам и вывихам. При вывихах, ушибах, растяжениях, даже трещинах и переломах спасает соль. В первые же дни после получения травмы нужно делать теплые компрессы с солевым раствором. 1 столовая ложка соли на стакан воды, меняя их по мере охлаждения по 20-45 минут несколько раз в день. Проводя процедуру на ночь, закреплять компресс повязкой, используя пергаментную бумагу. Такой раствор снижает температуру пораженного участка и уменьшает боль, в результате чего снимается воспаление, спадают отеки. Если есть глубокие раны, нужно прикладывать к ним тертую картошку, которая снимает жар. После этого на рану нужно нанести натертую морковь, которой можно добавить немного меда для дезинфекции. Компрессы с картофелем следует периодически менять, а компрессы с морковью оставляют на ночь. В результате рана очищается и быстро начинает затягиваться. Если есть нагноение, нужно растереть мелко лук, измельчить лист алоэ и лист каланхоэ, добавить немного меда и сделать компресс, обернув пергаментной бумагой и наложив повязку. В общем, человек смешал все в кучу. Чтобы восстановить обмен веществ, смешать поровну сушеные плоды и цвет боярышника. Видео о нем у меня есть на канале. Сушеные плоды черной смородины и сушеные плоды шиповника. Заварить как чай и пить в горячем виде по стакану 3-5 раз в день с медом для улучшения сердечной деятельности при гипертонии, а также для предотвращения старения и перегрузки организма. Сок из свежей крапивы двудомной принимают по 1 столовой ложке 3-4 раза в день при нарушениях обмена веществ, малокровии. С уважением, Виктор Михайлович Лысак, город Бердичев, Житомирская область. Ну, вот такие у нас сегодня советы от Виктора Михайловича. Ну, и сегодня видео у нас, так сказать, статья длинная, видео затянулось. Маленьких советов я пока сегодня не буду давать. Еще раз напомню, не забудьте подписаться на канал, прожать колокольчик, нажать лайк или дизлайк, написать комментарий. Ребята, комментарии мне очень-очень важны. И они помогут нам с вами общаться. Ну и также не забудьте поделиться этим видео со своими друзьями, если оно вам оказалось полезным. А я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока. Ваша Ирина.